Всем привет! Сегодня приготовим 4 очень вкусных рулета из лаваша. Первым приготовим рулет из лаваша с крабовыми палочками. Он красивый и с не совсем обычной начинкой. Такой рулет сразу притягивает взгляд на столе. Сначала подготовим ингредиенты. 200 грамм крабовых палочек разрезаем вдоль пополам, а затем нарезаем их небольшими кусочками. 3 вареных яйца трем на крупной терке. 150 грамм сыра фета разминаем вилкой на более мелкие кусочки. Готовим рулет. Кладем первый лист лаваша и смазываем его майонезом. Вместо майонеза можно использовать сливочный сыр или плавленый сыр янтарь. На подготовленный лаваш выкладываем тертые яйца. Равномерно их распределяем по всему лавашу. Начинку немного не докладываем до противоположного от себя края, чтобы потом удобно было его сворачивать и начинка не выпадала. Сверху на яйца выкладываем листья салата. Все накрываем вторым лавашом. Немного его прижимаем. Этот лаваш тоже смазываем майонезом. Всего для одного рулета понадобится примерно 150 грамм майонеза. На этот лаваш равномерным слоем выкладываем консервированную кукурузу. Ее понадобится примерно 100 грамм. Сверху выкладываем нарезанные крабовые палочки. Равномерно их распределяем, не забывая отступить немного места от края лаваша. Следующим слоем выкладываем сыр фета. Кладем, разделяя на небольшие кусочки с помощью вилки. Сворачиваем рулет. Стараемся свернуть его как можно плотнее. Рулет заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник настояться. Готовый рулет нарезаем порционными кусками. Красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Рулет из лаваша получился красивым и очень вкусным. В нем прекрасно сочетаются все ингредиенты. Зелень придает свежесть, яйца сытность, а сыр фета приятный солоноватый вкус. Обязательно приготовьте такой закусочный рулет, порадуйте своих родных и близких. Вторым приготовим рулет из лаваша с яйцами и огурцами. Это легкий и незамысловатый вариант закуски, который понравится всем. Приготовление не занимает много времени. Сначала подготовим ингредиенты. 5 вареных яиц трем на крупной терке. Измельчаем пучок укропа. К подготовленным яйцам добавляем укроп. Выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс. Кладем 2 столовых ложки майонеза. Все хорошо перемешиваем. Берем 2-3 огурца среднего размера и отрезаем у них хвостики. Огурцы нарезаем вдоль на пластинки. Это удобно делать с помощью овощечистки. Пластинки получаются максимально тонкими и хорошо гнущимися. При нарезании несколько раз разворачиваем огурец, чтобы более равномерно срезались с него пластинки. Складываем рулет.
Кладем первый лист лаваша. На него выкладываем всю начинку из яиц. Равномерным слоем распределяем ее по лавашу. Немного не докладываем до края лаваша, чтобы потом было удобнее сворачивать рулет. Начинку из яиц солим. Также ее можно посолить при перемешивании. Лаваш смазываем майонезом. Сверху равномерно выкладываем пластинки огурцов. Не докладываем до края лаваша. Все аккуратно и максимально плотно сворачиваем в рулет. Заматываем его в пищевую пленку и кладем в холодильник. Готовый рулет нарезаем порционными кусками и красиво выкладываем на блюдо. Рулет из лаваша получился очень вкусным. Сытность рулету придают яйца, а сочность огурцы. Готовится закуска несложно, и с ее приготовлением справится каждый. Третьим приготовим лаваш с колбасой и морковью. Такая закуска готовится из самых обычных продуктов, и получается ее много. Сначала подготовим ингредиенты. Примерно 200 грамм свежей морковки трем на крупной терке. 150 грамм варено-копченой колбасы нарезаем сначала кружочками, а затем кружочки режем небольшими кубиками. Также можно взять вареную колбасу и натереть ее на крупной терке. 150 грамм сыра трем на крупной терке. Пучок зелени мелко нарезаем ножом. Я взяла петрушку и укроп. Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша. Смазываем его майонезом. Вместо майонеза можно использовать сливочный сыр или мягкий плавленый сыр, например, сыр янтарь. На него выкладываем тертую морковь. Равномерно ее распределяем по всему листу лаваша. Начинку немного не докладываем до противоположного от себя края лаваша, чтобы потом удобно было его сворачивать и начинка не выпадала. Морковь немного солим. Сверху посыпаем тертым сыром. Его точно так же равномерно распределяем по всему листу лаваша. Накрываем вторым листом лаваша и немного придавливаем его руками к начинке. Лаваш смазываем майонезом. Всего для рулета понадобится примерно 150-200 грамм майонеза. На лаваш равномерно выкладываем нарезанную колбасу. Сверху все посыпаем зеленью. Лаваш с начинкой сворачиваем в плотный рулет. Рулет заворачиваем в пищевую пленку и ставим настаиваться в холодильник. Готовый рулет нарезаем на порционные куски. Рулет из лаваша с колбасой и морковью получился очень вкусным и ярким. Колбаса придает закуске сытность, а морковка – сочность. Готовится рулет просто, и продукты все доступные.
Четвертым приготовим рулеты из лаваша с икрой мойвы и креветками. Если вы ищете праздничную закуску, которая должна быть вкусная, красивая и недорогая, то рулетики из лаваша с икрой мойвы и креветками идеально подходят этим критериям. Это как раз тот случай, когда из бюджетных продуктов получается невероятно праздничное и вкусное блюдо. Сначала подготовим все ингредиенты. 3 вареных яйца трем на крупной терке. 2 свежих огурца тоже трем на крупной терке. Тертые огурцы отжимаем руками от сока. Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша. На него выкладываем икру мойвы и равномерно ее распределяем по лавашу. Я взяла 150 грамм смеси из икры мойвы с креветочной пастой. Накрываем вторым листом лаваша. Лаваш смазываем майонезом. Удобнее всего смазывать силиконовой кисточкой. На лаваш выкладываем тертые яйца. Равномерно распределяем их по лавашу. Накрываем третьим листом лаваша. Лаваш ничем не смазываем, а сразу же выкладываем подготовленные тертые огурцы. Равномерно распределяем их по лавашу. Все скручиваем в плотный рулет. Приготовленный рулет заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник настаиваться на 1-2 часа. Я положила на ночь. Готовый рулет достаем из холодильника и нарезаем порционными кусками. Подаем на стол. Рулет из лаваша с икрой мойвы получился очень вкусным и красивым. Он достаточно сытный, так как есть в начинке яйца, и сочный за счет огурцов. А икра мойвы с креветками придает рулету пикантный и неповторимый вкус. Если вам понравились такие рулеты из лаваша, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.